Приветствую вас на канале Wow Nails Design, и в этом видео поделюсь самыми кайфовыми и залипательными вариантами корейской идеи Аврора маникюр на русский лад, и эффект действительно очень похож на электрические разряды или молнии внутри стеклянных ноготков. Моим клиенткам очень полюбился данный дизайн, вот так вот это выглядит на реальных ручках. Это была коррекция молочным полигелем и затем сам дизайн. Так как дизайн многослойный, дает объем, укрепление должно быть минимальным. Итак, приступим. Использовать буду вот такую вот пленку с эффектом битого стекла. Она может быть как наборами, так и в отдельных вот таких вот контейнерах. Ссылочки на нее оставила в описании под видео. Выбрала я такое радужное стекло 3 оттенков: бирюзовый, голубой и розовый. Для удобства беру небольшой кусочек бумаги и на него нарезаю эту пленку обычными канцелярскими ножничками. Главное, чтобы они были острыми. Нарезаю под углом 90 градусов шириной где-то 3-4 мм. У меня получаются вот такие кусочки. И теперь их буду выкладывать на ноготок. С помощью обычной базы для гель-лака. Лучше выбрать не сильно густую базу. Промазываю ноготок тонким слоем. Смачиваю в ней кисть и этой кистью переношу кусочки битого стекла на ноготок. Просушиваю 10 секунд. Для запечатывания битого стекла использовать буду прозрачный конструирующий гель. Промазываю ноготок тонким слоем и затем набираю каплю этого геля и распределяю ее по ноготку. На данном этапе мне необходимо выровнять ноготок, хорошо запечатать, чтобы никакие уголочки нигде не торчали, чтобы дизайн 100% отлично относился. Да, и плюс ко всему нужно постараться сделать этот слой как можно тоньше, чтобы вроде все уголочки запечатать и в то же время не придать лишней толщины. Гель просушиваю 1 минуту, вытираю липкий слой и твердосплавной фрезой деликатно прохожусь, как правило, возле кутикулы, бывают торчащие вот эти уголки, и ближе к свободному краю по бокам. Вытираю от пыли и могу перекрывать ноготок под втирку. У меня это Teclos, глянцевый топ без остаточной липкости. Перекрываем, смотрю, чтобы топ был идеально ровный и гладкий. Контролирую, чтобы нигде не было никаких изъянов, иначе втирка все их проявит и подчеркнет. Просушиваю топ 60 секунд. И буду использовать вот такие вот втирки Аврора. Ссылки на них оставила в описании под видео. Это действительно такие прозрачные стеклянные втирки с красивыми переливами. И для наглядности продемонстрирую все 3 оттенка. Голубая, например, ноготкам придает желтый такой оттенок, не всем клиентам нравится, но безумно красивый синий электрический блик. Зеленая сильно прозрачная, ноготку почти не придает никакого оттенка, такой легкий персиковый и радужные переливы. Подойдет для тех, кто не хочет сильно таких вот ярких этих переливов или каких-то оттенков. И самое полюбившееся мне и моим клиенткам, и, конечно же, самое эффектное, это розовая. Вглаживаю ее аккуратно аппликатором в топ, и я даже не могу охарактеризовать, какой же оттенок придает ноготку. Эта втирка переливается от бирюзового до розового практически всеми цветами радуги. Для стопроцентной носки торец ноготка подпиливаю пилкой 180 грит, промазываю ультрабондом или бескислотным праймером, и для совсем зверской носки еще прокрашиваю тоненько базой. Подсушиваю торец 10 секунд и уже после этого перекрываю глянцевым топом без липкого слоя, хорошо запечатывая торец. И такой вот красавчик, безумно залипательный под топ у меня получается. Топ просушиваю 60 секунд и покажу еще очень красивые варианты. Выложу другие оттенки битого стекла, вот такой вот бирюзовый. Также делаю на молочную подложку, на жидкую базу для гель-лака выложила кусочки битого стекла, зафиксировала 10 секунд в лампе. Процесс перекрытия выкладки прозрачного геля я опустила, чтобы ускорить видео. И ноготок у меня уже перекрыт топом под втирку, и в него вглаживаю втирку. Излишки втирки смахиваю кистью. Ноготок получается с таким бирюзово-голубым дном, розово-персиковыми молниями как будто внутри. И, как и все ноготки под этой втиркой, с радужными такими безумно красивыми переливами, напоминающими мыльные пузыри. Я перекрыла ноготок топом и просушиваю его 60 секунд. И следующий вариант покажу с кусочком битого стекла, холодного голубого или переливающегося даже от голубого до розового. Процесс запечатывания выкладки прозрачного геля я также опустила и покажу сразу, как втираю втирку и какой эффект получается.
Перекрывая ноготок топом, под топом втирка становится еще более прозрачной и глянцевой. Получается дно ноготка с переливами от бирюзового до розового, внутри такие желто-зеленые лимонные молнии и радужные переливы от втирки. Безумно красивый эффект получается у меня это Sakura 52 на розовом молоке. Точно так же перекрыла ноготок тонким слоем базы для гель-лака и на жидкую эту базу выкладываю кусочки битого стекла. Те, что использовала в первом варианте с таким вот розовым оттенком. Фиксирую 10 секунд в лампе. Процесс выкладки запечатывания прозрачным конструирующим гелем я опустила и покажу сразу эффект от втирки. Перекрываю ноготок глянцевым топом, под топом больше себя проявят все эти переливы и втирка. Я, честно, даже не могу охарактеризовать. В общем, радужный такой ноготок получается. И покажу еще парочку очень эффектных идей. Я буду использовать очень прочную цветную базу, безумно красивую от Lionel. Ссылочки оставлю в описании под видео. Достаточно насыщенный красивый фиолетовый цвет с мелким нежным шиммером. Укрепляю, выравниваю ею ноготок. Ставлю просушиваться в лампу на 30 секунд. Прокрашиваю ноготок прозрачной базой для гель-лака и на жидкую базу выкладываю кусочки битого стекла. Фиксирую их 10 секунд в лампе, а процесс запечатывания выкладки прозрачного геля я опущу и покажу сразу же эффект от втирки. Очень яркое, безумно красивое сочетание получается фиолетовой базы и вот этих вот переливов радужных и каких-то внутри зеленых и желтых молний. Ноготок перекрыла топом и просушиваю. И еще один вариант на розовой камуфлирующей базе. У меня это вот такой достаточно насыщенный розовый, но при том нежный и с очень мелким, красивым, нежным шиммером. Выровняла и укрепила ноготок. Напомню, укрепление не делаем слишком толстое, потому что сам дизайн достаточно объемный. Просушиваю 30 секунд и повторяю все те же манипуляции, как и на предыдущих ноготках. Процесс запечатывания битого стекла прозрачным конструирующим гелем я опустила и показываю сразу эффект от втирки. В завершение ноготок перекрываю топом. И вот такая вот залипательная красота переливающаяся у меня получилась. Хотя на розовом, но дно ноготка получается ярко-лиловым. Это, конечно же, лишь малая доля, вариантов может быть миллионы, целая бесконечность. Я поделилась идеями и вариантами, понравившихся и полюбившихся моим клиенткам и мне, самыми эффектными, самыми залипательными. Надеюсь, это видео вам было полезным и понравилось. Не забывайте ставить лайки, мне будет очень приятно, а также подписаться на мой канал, если еще этого не сделали, чтобы не пропустить новые интересные идеи. И до новых встреч!